Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень, до песни, но... Добрый день, друзья, адекватные зрители. Здравствуйте, дамы и господа. И вас я не забыл. И нам в соцсети опять преподнесли очень-очень такой ролик, обучающий, временно прибывший. Нас учат, почему нельзя жить в Германии. Но и она не хочет жить в Германии. Давайте посмотрим эту особь и обсудим с вами. Почему я не смогу никогда жить в Германии? Я никогда не смогу жить в Германии, сказала особь, проживая в Германии на социальные выплаты. Объясню. Потому что здесь люди не живут, они существуют. И главное правило здесь это не мешай, не выделяйся, не будь слишком громкой, не будь собой, не будь вообще счастливой. Кто тебе это сказал? Что ты такую чушь несешь? Купи ты себе дом, ты можешь орать, горланить. Конечно, квартира, я думаю, в любой стране, да, в любой квартире, если соседи спят, не надо орать, кричать. Это у всех нормальных людей, в принципе, да. А выйти на балкон в 5 утра, да, вот так и орать. Здравствуй, утро. Конечно, когда люди спят, это бред какой-то. Чем тише ты себя ведешь, тем ты правильнее. И все такие вежливые. Но... Вежливые. Ну, вежливость, это, в принципе, у нормальных людей все в порядке тогда. А не через человека нахрен посылать всех подряд. Вот ты хочешь так жить, ну, в принципе, ты привыкла так жить, это понятно, почему ты так говоришь. Спокойные, но до ужаса несчастные люди. Здесь не принято смеяться так, чтобы слышали, допустим, соседи, да, не дай бог. Не принято радоваться просто потому, что, допустим, хорошее утро. Здесь не принято быть живым, но здесь принято быть удобным. Они, значит, встают в 4 утра. Ты ошибаешься. Многие встают в 3 утра, чтобы заработать правильно денег и чтобы новоприбывшие могли получать выплаты. Вот, ты вот это забываешь почему-то. Чтобы все успеть обязательно по расписанию. Пьет кофе без сахара, едит... Не неси бред, кофе без сахара, да? Все пьют то, что кому нравится. Так что не надо гнать. Кто-то пьет черный кофе с молочком, кто-то с сахаром. Вот мне нравится, со сливками и с сахаром. С настоящим. И кофе настоящий. Едят без удовольствия и живут вообще без кайфа и страсти. Дома идеальные, чистые. У тебя, я смотрю, страсти в глазах столько. Аж пипец, аж пипец. Но внутри пусто, пусто. Дома идеально чистые, ну все правильно, нормальные люди живут. Ты привыкла жить срачи и орать, горланить? Вот выводы, я делаю какие выводы сейчас по этому ролику. Тебе надо орать на всю квартиру. В 4 утра на балконе орать, кричать. В доме должен быть срач. И не надо быть вежливым. Вот такие выводы сейчас у меня, ну, по этой особи. Значит, здесь все по правилам. Нельзя припарковаться. Нельзя. Какого хрена ты будешь парковаться на моей приватной стоянке? Я за нее заплатил. А ты типа хочу тут встать и место занять? Правильно, нельзя. Ни твое, не лезь. Ты слышала такое частной собственности вообще что-нибудь? Там на сантиметр ближе к линии. Нельзя шуметь после 22. Нельзя шуметь после 22. И я нахожу это правильно. Потому что, как ты сказала, некоторые встают в 4, а я сказал, в 3 даже встают некоторые, чтобы идти заработать деньги, чтобы оплатить налог, чтобы временно прибывшие могли получить социальные выплаты. Ты смотри, какой круговорот-то получается. И нельзя быть ни в коем случае счастливым, потому что это очень подозрительно. И ты живешь не в стране, а в какой-то таблице просто Excel, где все четко, структурировано. А почему ж ты тогда живешь в этой стране? Что ты не выбрала? Румынию, например, не уехала туда. У тебя, смотрю, везде негатив, да? Везде негатив про Германию. Я ни одного еще позитивного слова не услышал. Но ты живешь здесь. А знаешь почему? Здесь хорошие выплаты. Это тебе не только я скажу. Но абсолютно бездушно.
Да, скажете вы мне, здесь есть стабильность, здесь есть социалка и система, но вместе с этим здесь полная зависимость от этой системы. Шаг влево, шаг вправо, и ты все, уже не такой, как все. А быть здесь не таким, как все, это почти преступление. Мне кажется, я слишком живая для... Когда кажется, надо креститься. И ходить чаще надо в церковь. И казаться не будет такого. Хотя, кстати, после таких историй, когда на Украине показывают, как истребляют христианство, я думаю, тебе об этом лучше даже не говорить. этого спокойствия. Мне нужны люди, которые, знаете, смеются прям до слез, которые могут захотеть кофе после 23 и просто сядут и поедут за ним. Что ты за бредятину несешь? Ну сядь и поедь за кофе. Хочешь, посмейся. Такую чушь я еще ни от кого не слышал. Я не хочу быть частью системы, где главная ценность – это тишина. Так что нет, я здесь не останусь. Я люблю жизнь. Как она опять повторилась, я здесь не останусь, проживая в Германии. И она уже это говорит много-много раз. Которая дышит, там, чувствует и пахнет свободой. А как я решилась на этот переезд? Ну еще по поводу буквы «Я». Знаешь, алфавит есть такой, да? Вот буква «Я» – это самая последняя буква в алфавите. Ты должна это тоже не забывать. Как я собираюсь зарабатывать на свое существование в новой абсолютно для меня стране, все это я буду рассказывать в своем телеграм-канале. Присоединяйся. Ссылка в шапке профиля. Ссылка в шапке профиля. Но моего профиля и на мой телеграм-канал. Пишите свои истории. Сделаем с вами интервью, если вам это интересно. Присылайте ролики. Будет очень еще много чего интересного. Ну, лайки, комментарии. Все как положено, в общем. Танцы с бубном. Чтобы продвигался ролик. Чтобы очень много народу увидели. Добра, удачи. Мне ничего не нравится. Ни утро, ни ночь, ни хлеб, ни вода, ни огонь, ни дождь. Все не то, все не так, все чужое кругом. И даже солнце светит каким-то дураком. Мне ничего не нравится, ничего не хочу. Все не то, все не так, все чужое. Соседи, как статуи, молчат без конца, а в магазинах улыбки, как у мертвеца. Здесь порядок, как в танке, но холодно жить. Где же тот хаос, чтоб сердце согреть? Мне ничего не нравится, ничего не хочу. Все не то, все не так, все чужое. И жизнь, как швейцарские часы, тикает секунда за секундой, все зевают. А мне бы горькую, мне